Виктор, привет. Привет, Наталья. Когда мы с тобой познакомились, ты представился Виктором, а в соцсетях ты Мандло. Расскажи, пожалуйста, это твой псевдоним? В паспорте я записан как Виктор. Вот. Но перед рождением дедушка мне дал немецкое имя Мандло. А что оно означает такое, необычное? Мандло означает сбор людей. Что, Мандалова имеется в виду? Да. Около где-то 25 лет мое имя где-то лежало в полочке. Вот, и я его решил достать, так как я на протяжении 6 лет уже веду этноблог. Почему оно просто лежит? Меня ведь назвал дедушка, и надо его как-то использовать. Как у тебя появилась мысль, что нужно завести этноблог, вести соцсети? Изначально 2019 год был. Я поехал на Кубок России по Северному Многоборью. Вот. Я просто снимал для себя. С того момента зародилась такая идея мелкая. В тундру ты едешь, ты хочешь показать людям, как мы вообще живем, что мы делаем. Сначала для себя делал, а потом начал для людей выкладывать сюжеты в 2-3 минуты, как мы едем в тундру, собираем оленей, как мы арканим, как мы едем обратно на оленях. Реакцию получаешь от твоих на самом деле, подписчиков? Да. Изначально я получаю от своих, именно, то есть сородичей это от немцев, которые живут на Ямале. То есть им интересно, они всегда рады, когда я выпускаю что-то новое. У меня есть друзья не только с России, но есть и зарубежные друзья, которые меня приглашали в Норвегию, Финляндию, чтобы обучать оленей. Аудитория-то большая, да? Да, то есть аудитория большая. А что они пишут в комментариях? Что для них самое такое необычное? Самое необычное, наверное, наша погода. Почему у нас так холодно и как мы это переносим. Угу. И живем при этом припеваючи. Да, не обращаем внимания на погоду. Нам классно. Смотри, у меня был один видеоролик в ТикТоке. Он набрал очень много просмотров. Как мы ложились спать в тундре минус 50. Самое большое количество просмотров набрал видеоролик с моим тренером. Около 22 миллионов. Ну ты что, и что вы там делали? Тренер демонстрировал бросок, метание топора на дальность. Это было как раз-таки перед Кубком России в 2019 году. Потому что тренер является экс-рекордсменом по метанию топора на дальность. Человек, который вложил в меня, наверное, все, что можно было, чтобы я стал рекордсменом после него. Как зовут тренера? Давай представим Тренера его. это Григорий Васильевич. Номер. Есть попадание. Мандло, можно ли титулованных спортсменов по Северному Многоборью допускать ко дню оленевода? Я считаю, что нужно, потому что, выезжая на всероссийские соревнования, статус наших спортсменов очень низкий, так как профессиональные спортсмены уходят выступать на дне оленевода. И поэтому наша команда, к сожалению, проигрывает иногда на кубках и чемпионатах России. То есть и оленеводы, и спортсмены одинаково тренируются. То есть оленевод, он тренируется каждый день в своих условиях, он вынужден? Он находится в тундре, и он каждый день занимается, в принципе, этим, и арканит, и у него физическая подготовка он всегда в тонусе. Да, он всегда в тонусе. А нам, спортсменам, приходится в зале пахать, и помимо этого еще и на обычной работе работать, и вечером идти еще и на тренировку. Во время соревнований были ли такие моменты? Ты вот-вот сломаешься, но что-то внутри двигает тебя вперед? Я являюсь рекордсменом, да, но несмотря на это, я вчера сделал просто, забаранил все. У меня 3 попытки просто не полетели. Ты про топор? А? Я говорю про топор, да. Наверное, где-то лет 5 назад я бы, наверное, очень сильно расстроился, потому что сейчас идет отбор на чемпионат России. Все-таки хочется быть в десятке сильнейших спортсменов. То есть ты уже не попадаешь сейчас? Я уже сейчас не попадаю, да, потому что, из-за одной такой мелкой ошибки
есть я могу, то есть, не поехать на чемпионат России. Расскажи нашим телезрителям вообще, откуда ты родом? Я родом с Пуровского района, с маленького села Самбург. На данный момент я переехал в поселок Тазовский. В Самбурге я прожил порядка, наверное, 22 лет. Вот. Там я начинал заниматься спортом, там я учился, там я в тундре жил. То есть все, что меня строило, начиналось именно с Самбурга. Ты же вообще из оленеводческой семьи? Я из оленеводческой Ты прям семьи, да. кочевал, прям как Я положено? Как положено, кочевал. Мои родители до сих пор ведут кочевой образ жизни. Ты к родителям ездишь, снимаешь Да. контент. Я езжу и к родителям, и к другим то есть друзьям. В крайнее время очень сложно выехать, потому что соревнования за соревнованиями, либо это работа, допустим, да, вот сейчас я ушел с найма, чтобы, то есть, участвовать на днях оленевода. То есть тут цена. Выбираешь то, чем ты будешь заниматься. Что значит для тебя День оленевода сегодня? День оленевода – это, наверное, праздник. Все встречаются на Кубке губернатора. Со всего округа приезжают люди показать свои результаты, чему они научились за год, чем они занимались. Мангло, сегодня мы с тобой встретились на Дне оленевода. Какой ты контент снимаешь в своих социальных сетях? Интересно смотреть про гастрономию именно этнической культуры. Что мы едим. Допустим, у нас есть такое блюдо строганина. И это очень хорошо заходит, потому что строганину все хотят попробовать. И это необычная еда. Мы сейчас с вами пройдемся по рынку и выберем самую подходящую для нас рыбку. Пойдем погуляем? Да, пойдем. Мы с Мангло хотели бы приобрести рыбку. Здорово. Конечно. Выбери мне самый. Кумайо. Вот. Как видите, здесь у нас есть красные пятна крови. Естественно, говорит о том, что это у нас рыба свежая и живая. А если мертвая рыба или задушенная рыба, у нее будут жабры открыты, они будут немножко желтоватые здесь. Ты выбрал рыбку себе? Да, я вот выбрал. Оленеводы, разделывать рыбу не умеем. У нас же есть подразделения оленеводы и рыбаки. А у вас в Ямайском районе в основном может быть оленевод и рыбак. Вот так берешь. Ага. Ага. Я тебе покажу, не обязательно. Ага. Dengar kemana harus? Как бы он? Punahom dah. Харлового. Так, у него это. Давид, Блин, мы же думаем на немецком языке. Очень сложно на самом деле. Перефразировать. Да, перефразировать. Немцы всегда думают на немецком языке. И нам проще разговаривать на своем, потому что мы думаем. А нам Объясняем быстрее. Да, нам приходится это переводить, и очень сложно. Для меня самое любимое это когда ты строгаешь, потому что это прям момент, когда ты, до которого нужно дотерпеть, и это довольно приятно. Дай мне еще рыбки. Угощайся. А ты что не кушаешь? Или ты уже наелся Я за сегодня? сейчас иду на соревнования по прыжкам через нарты, и мне потом будет сложно, потому что, немножко поел, но ничего страшного. Значит, рыбка вся моя? Да, рыбка вся твоя, так что ты можешь даже гостей угостить. Обязательно, я своих операторов угощу. Они у меня сегодня работали вообще. Бегали. У нас сейчас проходит состязание. Сегодня было зрелище такое, что вышли в начале сразу два фаворита. Это Лев Езинги и Семен Вануйта Ставровского района с моей команды, с команды Мэбита. Там был спорный момент. Уже было два спорных момента только в начале. А что будет в финале, я не знаю. Да, И очень хочется понаблюдать за борьбой, самому поучаствовать и еще плюс контент поснимать. И это все надо совмещать. Каждый год, каждое соревнование приходится участвовать, болеть и еще и снимать.
Команда муниципального неводческого предприятия Ярцалинская, Ямальский район. Ага, как мы смотрим, как будто бы кино. Взяли попкорн и смотрим кино. Да, попкорн, наш северный попкорн. Ага. Не, это много для меня. Так, кто это у нас борется? Что думаешь, кто победит? Так, ну это сейчас по ситуации видно будет. А Потому ты? что- Ага. Ну я сейчас, скорее всего, за 129-го, потому что он духом сильный. Видно сразу. Он прям рвется. Сегодня вот как раз таки был момент с ним. Ты знаком с ним лично? Лично не знаком. Но я его знаю, видел где-то. А как ты понял, что он силен духом? Ну, по нему видно. Да? Он рвется в бой. Ух ты ж. Он, видите, проигрывает, да, и все равно идет в атаку. Несмотря ни на что, он все равно борется. Давай, давай, выворачивайся! Выворачивайся! Вот где, давай, давай, давай! Поднимайся! Поднимайся! Давай! Вот ты очень много говорил про спорт. Расскажи о своих достижениях. Когда ты начал заниматься северным многоборьем и какие у тебя уже результаты на сегодняшний день? Ну, северным многоборьем я занимаюсь с 1 класса. За мной пришел тренер, вот, и с того момента я начал заниматься, это, наверное, 2006 год. 2006 года, ну, порядка уже 20 лет. И по сей Вот. день? Да, по сей день я занимаюсь. Где-то до 22 лет я не мог попасть в профессиональную лигу, так скажем. Попал в сборную Ямала в 2019 году, и это была моя мечта. Вот форма, которая сейчас на мне находится, это то, чего я хотел добиться. То есть с гордостью носить эту форму. Просто так я ее никогда не одевал. Чтобы добиться Здорово. именно эту форму, да, надо что-то сделать. С какими стереотипами ты сталкивался? Вот ты же блог ведешь. Что люди пишут? Ну, в основном, правильно или неправильно, допустим. У нас же на Ямале немцы делятся, там, допустим, на лесных и на тундровых, допустим, районы разные, и везде культура разная. И очень часто бывают такие спорные моменты там по разным случаям. Допустим, я что-то не так сказал, или я что-то не так делаю, или обучаю якобы оленя не так. Вот, то есть в том году был ролик, когда я запрек 2 совершенно необученных дурных оленей, попросил своего отца, и мы уехали за стойбище и обратно возвращались уже на них. Вот, по дороге я совершенно диких, как наши предки это делали, как-то же они обучили оленей. И я также решил сделать эксперимент и все это снял на видео. И что выложил, да. смутило людей? Ну, смутило их то, что я не выехал с чума. Надо было и со стойбища выехать, а не на стойбище ехать. Ну, к стойбищу они утверждают, что это легче, да? Ну да, утверждают, что в стойбище легче. Знаешь, что я заметила? Раньше вот молодежь на любые праздники, они не старались надевать свою одежду. А сейчас прямо каждый специально могут даже поехать в тундру, чтобы привезти одежду. Как ты думаешь, с чем это связано? Стала модна этническая культура. И как раз-таки национальная одежда, наши узоры на данный момент стало модно. У тебя есть люди, которые верят в тебя, в твое дело? Есть, Которые вдохновляют тебя? есть, очень много. Расскажи о них. Всегда я говорю, это мои родители, вот, и тренер. Вот, родители меня любили, а тренер меня воспитал. Здорово. Как человека. Моя жизнь сшита жилами на ягушке моей матери.
целая, наверное, жизнь, без которой я вообще не могу. Без Северного Нагорья я никто, наверное. Это то, что поставило во мне характер. Я стал намного сильнее, устойчив. И в жизни, в принципе, мне это помогает. Если я где-то проигрываю в жизни, я понимаю, что я и в спорте, в принципе, если я проигрывал, то я мог как-то вырваться. Когда ты видишь, что молодежь приходит в этот вид спорта, какие ты при этом чувствуешь эмоции? Смотри, сколько тут ребят наших. Вообще то, что они к нам приходят в спорт, это хорошо, потому что Северное Нагорье все-таки у нас немножко такой вид пропадающий, исчезающий, как и наша, в принципе, культура. И поэтому приятно, особенно когда появляются там не кочевники, а именно русские дети, которые там в школах учатся. Вот у нас вот в Салихарде. Вот у нас Рита Чернилевская, она же пришла к нам тоже. То есть она не знала, как арканить, как топор метать. Она сейчас вот профессиональная спортсменка. И Ничего Юлия себе. Юрьевна тоже, да. Они вообще... Юля в 10 классе пришла. Вот поэтому, ну, бывает очень приятно, когда приходят молодые спортсмены. Что нужно сегодня, чтобы молодежь возвращалась? Молодежи нужны кадры. Если будет работа в тундре, то молодежь будет туда возвращаться. Я даже с этим вопросом подходил к нашему сенатору нынешнему, вот, Новьехову, с таким вопросом, что давайте повышать кадры именно в тундровые, чтобы молодежь могла возвращаться. Это будет решением проблем. Ты сегодня на своем месте? Ты нашел себя сегодня? Ну, на 50% да. На пути к Да, себе? на пути к себе, да. На самом деле очень сложно это сделать. Летом я был на форуме «Арктика тронулся», и мы задавали вопросы космонавту. А теперь вы задаете вопрос нашим гостям, у нас было где-то 500 человек, и он как раз-таки задал вопрос такой. Он говорит, что вы больше всего в жизни любите? И мы просто сейчас все, наверное, отвечаем на этот вопрос, что мы больше всего любим. Потому что я занимаюсь очень многим. Я занимаюсь спортом. То есть это масс-рестлинг, это Северное Нагорье, футбол, волейбол, баскетбол, все это. То есть бегом занимаюсь летом, стихи пишу, песни пишу, допустим, да. Сейчас я решил заниматься плотно косточками, буду вырезать сувениры, ремни национальные делать. И люди у меня заказывают ремни, я ремни делаю, брелки, кулончики всякие. Видела у тебя в соцсетях, ты еще какие-то штуки делаешь на пантах. Раньше, тундровики, раз сломал сороку оленя летом шерстяной. Мы ее подрезали, кровь остановили, и это употребили в пищу. Это первый витамин, который необходим человеку на севере. И как-то со временем люди пришли к тому, что начали делать из этого препараты. Ну, в этом наши братья помогли, китайцы. И сейчас мы с братом, получается, изготавливаем специальные капсулы с рогами оленя. Ничего не добавляем. У нас есть собственный рецепт. Мы, конечно, его никому не рассказываем, потому что Большой мы... секрет? Да, потому что мы, наверное, единственные, кто прям так плотно это все делает. Что ты посоветуешь нашей молодежи, как сегодня найти себя, свое предназначение? Во-первых, нужно получить образование в любом случае. Потом со временем, когда ты получишь образование, ты уже сможешь устроиться на любую работу, и потихонечку начнешь искать себя. От 20 до 30 лет – это самые важные годы. Потому что именно с 20 до 30 лет человек себя ставит, выбирает то, чем он занимается. Если нравится, если идет, то, я думаю, стоит заниматься тем, что больше всего получается. То, что лежит на сердце. Что значит для тебя быть настоящим немцем, настоящим человеком? Быть для меня настоящим человеком – это... Во-первых, знать историю своего народа, потому что история немцев, вот я в данный момент потихонечку изучаю это. Насколько я знаю, что немцы раньше жили на Алтае и под натиском тюркских народов ушли на север. Да, гости не из нашего региона. Кто желает попробовать строганину? Вот, давай уговорил. Вот, только ради тебя. Вот это можно? Да, да, да. Это что, чир или еще? Щеку. Как он ест? А можно это уже? Ладно, мне нарты прыгать, я тоже попробую. Восхитительно. Ты сегодня чувствуешь себя на своем месте? Конечно, это атмосфера, тут все свои люди. Ты просто приходишь и только ты видишь людей. Я говорю, вот именно на этом празднике, да, самое главное это лица. Мы всегда ждем весь год этот праздник. Долгожданный. Долгожданный. Это праздник, наверное,
его не сравнить даже с Новым годом. Вот, Новый год мы так не ждем, как День оленевода.